Привет! Сегодня замечательная задача с финской олимпиады для 10 класса. Почему для 10 скажу чуть позже, а пока что дано. Дан квадрат АБЦД и его площадь, которая равна 45. На луче вот от D построен полукруг с диаметром DM. Ну и проведен отрезочек CM, где длина отрезка КМ равна 4. И требуется найти площадь этого полукруга. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а мы пару слов скажем про образование Финляндии. Образование в Финляндии считается одной из лучших в мире. В свое время вообще первые места она занимала, потом вышла сингапурская математика и так далее. Ну, учится там довольно долго, 13 лет, то есть до 20 лет. До 20 фактически лет там подготовка к поступлению в университет, поэтому такие взрослые дяденьки и тетеньки ходят в старших классах, что даже страшно их обучать. Они называют себя суоми финны, там разные версии есть, напишите, если вы знаете. Ну и вот мне на ум приходит только пока Nokia при слове Финляндия. Напишите, что вам приходит, и спасибо всем, кто поддерживает эту идею, а поговорить. Ну что, я напомню, что дано. Площадь нашего квадратика 45, длина отрезка КМ равна 4, ну и требуется найти площадь нашего полукруга. Нарисую этот полукруг, будет всем понятно на всех языках. Ну что, чтобы найти площадь полукруга, нужно найти площадь круга, а значит радиус. Ну что нам известно? Ну, если площадь квадратика 45, можно найти сторону CD. Или даже квадрат этой стороны. То есть А в квадрате запишу сразу равно 45. Это удобно нам в разных случаях. А дальше я вижу, что треугольник CDM прямоугольный. Прямоугольный. Ну вот я запишу, что треугольник CDM, я буду рассматривать, он прямоугольный, и я должен догадаться здесь, я думаю, многие догадаются, опытные решальщики, провести хорду ДК. Что мы получаем? Угол ДКМ – это угол, вписанный в окружность. Если достроить до окружности, получится, что угол ДКМ вписан в окружность. И он опирается на диаметр. Ну, а есть такая теоремка, ну, точнее, следствие из теоремки, что вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой. Значит, ДКМ, ну, вообще говоря, прямоугольный треугольник, а ДК – высота нашего треугольника CDM, ну, проведенная гипотенузе. И тогда же что же нам дано? Катет CD, ну, или квадрат его, и проекция второго катета DM на гипотенузу. Ну, требуется найти, вообще говоря, диаметр DM. Ну, мы вначале найдем CM, то есть всю гипотенузу, а потом легко по теореме Пифагора найдем DM. Может, это и не надо делать, я сильно не думаю по этому вопросу. Здесь можно применять подобие, это я ставлю зрителям, а сам применю среднее пропорциональное в прямоугольном треугольнике. То есть рассматриваю вот этот прямоугольный треугольник и говорю, что CD в квадрате, то есть катет, есть среднее пропорциональное между гипотенузой CM и проекцией этого катета CD на гипотенузу, то есть на ЦК. Ну, тогда логично обозначить ЦК Х и составить уже уравнение. CD в квадрате у нас есть сразу. Это будет 45 равно CM. CM это Х плюс 4 умножить на ЦК. Умножить на ЦК это Х. Вот я всегда гоню в среднем темпе, чтобы и тугодумы такие фундаментальные мыслители, и холерики скоростные смогли, в общем-то, где-то успевать. И обе стороны будут ругаться. Одна говорит медленно, вторая быстро. Здесь по теореме Виета обратно. Я получаю корни минус 9, 5. Действительно, произведение минус 45. Сумма равна второму с противоположным. Мой корень пятерочка. Х равен 5. Ну, тогда все здесь понятно. У нас получается, что вся вот эта гипотенуза будет равна 5 плюс 4, 9. И тогда мы легко найдем ДМ. Итак, ДМ в квадрате по теореме Пифагора равно CM в квадрате минус CD в квадрате. Это будет 9 в квадрате минус сразу 45. Ну и получается 81 минус 45. Как нам повезло. 36. 36. Ну, а тогда DM получится, которая 2R, будет равно корень из 36 равно 6. Ну, а наш радиус будет равен 3. Можно написать, что вот здесь R
равно 3. Ну и финальный аккорд. Площадь круга, как известно, находится по формуле πr в квадрате. Получается π умножить на 3 в квадрате 9π. 9π. А площадь полукруга, которую мы ищем, равна 1/2 от 9π, 4,5π. Задачка решена. Итак, 4,5π – это и есть ответ на вопрос задачи. Ну вот, наверное, обведу в квадратике, скажу, что вот эта площадь 4,5π. Ответ 4,5π. Ну, все законно. Можно сдавать свою работу на Олимпиаде и получать свою замечательную свой диплом, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Напишите, что вы знаете про Финляндию, почему Суоми, и что вы думаете про финское математическое образование, которое, вообще говоря, довольно приличное. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.